Египте, в 26 километрах от Каира, в местечке под названием Дахшур, находится так называемая Красная пирамида. Ее именуют также розовой или северной. Ее название связано с цветом облицовочного камня, приобретающего красноватый оттенок в лучах заходящего солнца. Пирамида приписывается фараону 4-й династии Снофру на основании картушей, начертанных на блоках облицовки. Внутри Красной пирамиды в Дахшуре. Идти очень неудобно. Приходится вот так вот стоять, наклоняться. Явно было не для людей сделано. По крайней мере. Ну, вообще не для человека. Что там, Вова? Ты поместился? А, это уже конец, я вижу, все встали. Не, я с вожделением жду подъема наверх. Не, ну если ты не хочешь, тебя никто не просит. Внутри пирамиды много загадок. Одна из них – наличие черного налета на стенах и перекрытиях камер. Этот налет не похож на копоть. В нижних рядах кладки такого налета нет. Внутреннее помещение сделано очень качественно из плотно подогнанных блоков. Еще одна загадка пирамиды – вырытая внутри яма, размером почти со все помещение. И яма – дело рук явно не строителей пирамид. Именно в этой яме между блоков группа Лаи оставляла семена для исследования эффекта пирамид. Предполагалось, что семена прорастут быстрее, однако эффект был обратный. Материал, вынутый из ямы, нужно было выносить каким-то образом наружу, и возможно, что это делалось так. Рабочий стоял в специальном углублении, над которым стоим и мы. Правда, сейчас оно прикрыто досками. Он передавал корзины с камнями дальше по коридору. А чтобы веревка не перетиралась на изгибе, чуть далее этого места была скошена часть блока. И ведро, нагруженное камнями, ползло наверх к выходу. Поднимешься 10 раз, потеешь. Я у погреба называюсь. Окей. One minute. Excuse me, sir. Exhibition. Exhibition. Can we go up? No, only exhibition. Okay? Yeah. Я до сих пор не очень понимаю. Friend. Friend. Sorry. Видны облицовочные блоки отсюда. Темпо. Ты жила? Не, я фотографировала. Нам просто здесь нужно оторвать. Поняла. Слева
Ломаная пирамида. Тоже приписываемая Снофру. Как я вас, Андрей, понимаю про пирамиду, что вы туда не лазите вниз вверх? Как я вас понимаю? Горизонтали хватает перемещений. Остатки кварцитового саркофага. Керамика, да, это мусор навалом здесь такой. Но древняя, пару тысяч лет. Перед нами кусок кварцитового саркофага. Поражает идеальная отделка внутренних трехгранных углов. Материал выбран настолько качественно, что на ум приходят лишь вопросы и изумления. Кто, как, когда и зачем? С помощью каких технологий? Подобную обработку камня сегодня сделать, если и возможно, то с помощью огромных усилий и сверхсовременного оборудования. От осознания этого факта тебя переполняет чувство благоговейного трепета. А ведь кусочку этого блока около 4500 лет. Как филигранно древние мастера резали камень. Даже по дугообразным поверхностям. Первоначальная высота Красной пирамиды оценивается примерно в 110 метров. Это самая высокая пирамида Дахшура и одна из самых высоких в Египте. Она уступает лишь пирамидам Хуфу и Хафра. Слева от нее находится ломаная пирамида, построенная также в период 4-й династии. Высота пирамиды 104 метра 71 сантиметр. Такая же высота у храма Христа Спасителя в Москве. А еще левее, особняком, расположена пирамида Аменихмета III, фараона 12-й династии. Более позднее строение, а сохранилось гораздо хуже, чем более ранние. Это мастабы. Смотрите, что я вас сюда вел. Мастабы датируются 3-й династии. Пирамида 4-й. Вот. По меньшей мере вот эти 3 блока совершенно четкая облицовка с той пирамиды. Более раннее сооружение сделано якобы из облицовки более позднего. Вот там, где мы смотрели саркофаг рядом, валялась вот такая же порода с вот этими горизонтальными трещинами. Вот оттуда снимали и тащили туда. И поэтому вся щебенка, вот эта плита, Да. она, собственно, из нее, из этой пирамиды и собрана. А что там внутри? Вдалеке виднеется ломаная пирамида. Как и Красная пирамида, ее возведение тоже приписывается Снофру. Кто-то объясняет ее нестандартную форму преждевременной кончины фараона, другие же полагают, что пирамида начала разрушаться по ходу строительства. Фараон отдал приказ сохранить постройку любым способом
и на высоте 47 метров угол наклона пирамиды был изменен с 54 до 43 градусов. Примечательная особенность сломанной пирамиды – это наличие двух входов, одного с северной стороны на высоте 11 метров, а другого с западной, на высоте 33 метров. Откуда появилась потребность во втором, западном входе, до сих пор остается загадкой для ученых. Как видно, спустя столько веков облицовочные блоки сохранились довольно хорошо. Качество кладки впечатляет. Настораживает отсутствие облицовки на нижних ярусах, странные подтеки и сильно разбитые углы пирамиды. Словно ломаную пирамиду кто-то специально ломал. Агрессивные газообразные продукты сгорания и выхлопные газы, которые вырабатывает современный Каир, пагубно влияют на известняк, из которого сооружены пирамиды. И в наше время пирамиды разрушаются, становясь жертвой прогресса. К югу от ломаной пирамиды на расстоянии 55 метров находится так называемая пирамида Спутник. Изначально ее высота была 26 метров. Ученые полагают, что она была построена для души умершего, так называемого Ка. Сможем ли мы когда-нибудь разгадать секреты пирамид? Ясно одно: мы уйдем, а пирамиды как стояли, так и будут стоять.